Всем привет, добро пожаловать обратно в королеву К-попа. Вы не поверите, что только что произошло в Лос-Анджелесе. Неужели Тэхён и Чингук действительно нарушили тишину, чего никто не ожидал? Неужели это тот вечер, который превратил фанатские теории в неоспоримую правду? И животрепещущий вопрос, который терзает ленту каждой армии, подтвердил ли Тэкук все, что мы, как нам казалось, знали? Вечер начался как обычно. Ни тизера, ни музыкального клипа, ни пресс-релиза. Просто черный квадрат. Ни подписи. Ни хэштегов. Никаких объяснений. Но когда появился этот пост от Чингука и Тэхёна, тишина перестала быть ничем. Она стала всем. Это был код. В считанные минуты интернет рухнул. Твиттер так сильно вошел в тренды, что обрушил ленты. ТикТок взорвался от редактирований и теорий. Инстаграм замедлился, фанаты постоянно обновляли ленту. Это был не просто пост. Это было начало истории. А потом Чингук вышел в прямой эфир. Никаких причудливых фильтров. Никаких подтанцовки. Никакой сцены. Только он. Необработанный. Настоящий. Его голос дрожал, глаза горели огнем. Армии никогда не видели его таким. И тут он сказал это, слова, к которым никто не был готов. Я достаточно долго молчал. Но сегодня я говорю. И это начинается с Тэхёна. Фандом замер. Это был момент, о котором шепчется в ночных чатах, в фанфиках, в теориях. Неужели это оно? Правда, вырвавшаяся на свободу в прямом эфире? Чингук наклонился вперед, его голос надломился, но его было не остановить. Он спас меня. Когда мир хотел, чтобы я был идеальным, Тэхён напомнил мне, что я человек. Что я существую. Бум. Интернет взорвался. Фанаты кричали, рыдали, рухнули на подушки. Это был не просто пиаринг. Это не фантазия. Это было признание. Это был Чингук, без маски, живой, неоспоримый. Но Тэхён? Он промолчал. Ему и не нужно было. Спустя несколько минут армии заметили его молчаливый жест, он лайкнул один загадочный пост. Некоторые связи настолько глубоки, что слова только мешают. Вот и все. Тишина превратилась в самый громкий крик. Фандом впал в истерику. Было ли это подтверждением? Был ли Тэкук настоящим все это время? Это был тот самый код, которого ждал мир? А потом появился RM. Лидер. Голос разума. Тот, кому фанаты доверяли, чтобы оставаться логичными. Но его слова прозвучали как гром, я всегда знал. Не все. Но достаточно. То, чем они делятся, не фальшь. Это не по сценарию. Мы больше не можем притворяться. Мир остановился. Неужели RM только что подтвердил Тэкука? Осторожный, стратегически мыслящий, он только что позволил правде выскользнуть наружу. Затем он произнес фразу, которая разрушила саму реальность. Может быть, мы слишком долго носили маски. Может быть, Чингук и Тэхён просто достаточно смелы, чтобы снять их первыми. Это было не просто заявление. Это была корона, врученная Тэхёну и Чингуку в прямом эфире. RM одобрил их. Он сказал то, чего никто от него не ожидал. Фанаты не смогли сдержаться. Хэштеги вроде «решетка Таека Актрутх», «решетка Юнка Акспаке» и «решетка Уилуискну» не просто были в тренде. Они доминировали. Во всех временных рамках. Во всех странах. Интернет принадлежал Тэкуку. А затем Джей Хоуп разжег огонь еще сильнее. Он опубликовал карусель ранее не публиковавшихся фотографий Чингука и Тэхёна. Его подпись «Некоторые истины всегда были там». Вы просто не хотели их видеть. Фанаты разразились гневом.
Зачем Хобби эти фотографии? Зачем публиковать их сейчас? На какую правду он указывал? Сердце фандома забилось. Но на этом все не закончилось. Следующим вышел Джин. Он опубликовал единственное селфи OT7. Все они улыбались, все вместе. Его подпись была простой, но достаточно громкой, чтобы потрясти мир, мы всегда знали. Повисла гробовая тишина. Каждый участник высказался, не говоря ни слова. Каждый участник подтвердил, не уточнив. Затем случился неожиданный поворот. HYBE сами опубликовали черный квадрат. Но на этот раз со словами «BTS — это правда, связь и рост». Мы полностью поддерживаем наших артистов. Фанаты ахнули. HYBE не стирали историю. HYBE не замалчивали ее. Они ее усиливали. Компания, известная своим контролем, разрушила свои стены. Крепость пала. ARMY поняли, что дело уже не только в Тэкуке. Дело было в чем-то большем. Это были айдолы, вырвавшиеся на свободу, вернувшие себе человечность, выбравшие правду вместо молчания. Прямая трансляция Чингука не была признанием. Это было заявление. «Я больше не ваш парень с обложки», — сказал он. «Я нечто иное. Что-то настоящее. Что-то, чего вы никогда раньше не видели». А Тэхён? Ему не нужны были слова. Его молчание было оружием. Его неуловимая симпатия, его аура, его присутствие — все это кричало громче любого прямого эфира. Фандом содрогнулся. Вопросы разгорелись как никогда остро. Что это значит для камбэка BTS? Что это значит для будущего Тэкука? Была ли эта ночь той, что все изменило? И вот раздался последний отголосок, слова RM, повторяющиеся снова и снова. Может быть, Чингук и Тэхён просто достаточно смелы, чтобы снять свои первыми. Сам лидер признал это. Маски были сняты. Правда была здесь. HYBE хвалили их. ARMY кричали им вслед. Интернет преклонялся перед ними. Тэхён и Чингук не просто опубликовали черный квадрат. Они взорвали мир. И вопрос, который до сих пор не дает покоя каждому фанату, если это только начало, что же будет дальше? Фанаты, присутствовавшие вчера вечером в Лос-Анджелесе, описали происходящее как нереальное и как в фильме. За каждым движением Тэхёна и Чингука следили вспышки, камеры и охрана, пытавшиеся контролировать хаос. Никто толком не знал, было ли это запланированное публичное появление или спонтанная вечеринка, ставшая вирусной. Некоторые очевидцы даже утверждали, что сотрудники HYBE выглядели напряженными и неподготовленными, словно эта вылазка не была частью официального расписания. Это лишь подлило масло в огонь домыслов. Был ли это тщательно скрываемый секрет, наконец-то выплывший наружу, или же это был настоящий несчастный случай, выявивший больше, чем того хотела компания? Самое шокирующее произошло, когда фанаты заметили, насколько близки эти двое, шепчутся, смеются, двигаются вместе, словно вокруг никого нет. Для многих это была не просто случайная встреча. Это было интимное, сильное и почти заявление, которое они больше не боялись делать. Тем временем международные СМИ тут же подхватили эту историю. Заголовки вроде «Звезды BTS разжигают слухи в Лос-Анджелесе» и «Тэхён и Чингук сводят фанатов с ума» за считанные минуты стали доминировать в трендах Твиттера. К ним присоединились даже не фанаты К-поп, которым было интересно узнать тайну, окружающую двух крупнейших мировых звезд. Интернет-сообщества взорвались теориями. Некоторые говорили, что это секретный проект, возможно, даже коллаборация, которую HYBE пытаются скрыть. Другие были убеждены, что это что-то личное. Что Тэхён и Чингук наконец-то продемонстрировали миру свою неоспоримую связь. В любом случае, интернет не мог умолкнуть. Реакция RMA еще больше обострила ситуацию. Будучи лидером BTS,
его молчание и шокированное выражение лица породили бесконечное количество толкований. Был ли он удивлен, потому что не знал, что это произойдет? Или же он был обеспокоен тем, что весь мир наблюдает за чем-то, что HYBE не может контролировать? Чем дольше длилось молчание HYBE, тем больше подозрений становилось у фанатов. Многие утверждали, что компания намеренно молчит, надеясь, что ажиотаж утихнет. Но ARMY знали лучше. Они уже видели подобные моменты, и молчание означало, что в истории было больше, чем кто-либо признавал. Позже тем же вечером фанаты снова заметили Тэхёна и Чингука, на этот раз на пляже в Малибу. Вдали от хаоса они казались беззаботными, босиком разгуливая по песку и смеясь под лунным светом. Контраст с предыдущим хаосом лишь усугублял загадку. Если они просто работали, почему это казалось таким личным? К утру решетка Тикук, решетка Loose Rangers и решетка BTS стали мировыми трендами, миллионы твитов и бесконечные фанатские правки заполонили социальные сети. Некоторые назвали это «ночью», которая взорвала интернет. Другие увидели в ней начало новой эры для BTS, той, где участники не боялись показывать свою истинную сущность. Какой бы ни была правда, одно было несомненно: Лос-Анджелес стал свидетелем чего-то незабываемого. И для фанатов весь мир больше никогда не будет смотреть на Тэхёна и Чингука прежними. Даже сейчас фанаты не перестают пересматривать видео, анализируя каждый взгляд, каждую улыбку и каждый едва заметный жест, запечатленный на камеру. Что бы ни произошло в Лос-Анджелесе, это была не просто обычная ночь, это была творящаяся история, и ARMY по всему миру знали это. Спасибо, что смотрите и остаетесь с нами до конца. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться.